Приветствую! Сегодня поговорим о том, почему я считаю, что нельзя верить. Сразу скажу, что это не призыв к действию, вообще, что означает слово «вера». Когда мы говорим, допустим, о том, что мы что-то знаем, то это знание может быть основано на каких-либо фактах, о которых мы слышали или видели, либо чувствовали их какими-нибудь другими органами восприятия. Это означает, что мы непосредственно сталкивались с этим явлением или человеком, о которых мы можем судить. Но когда речь идет о вере, это значит, что человек просто должен принять факт существования кого-то или чего-то только потому, что ему так кто-то сказал, или в его культуре принято об этом говорить. Но это такой вид, можно сказать, принудительной веры, которой человек вынужден придерживаться в силу внешнего давления среды. Но есть и другой вид веры. Это когда человек верит в другого человека. Допустим, один из половых партнеров верит в то, что его партнер всегда будет верен ему. Хотя мне не совсем понятно, что значит быть верным в половых отношениях. Видимо, не вступать в половую связь ни с кем другим. Это такое своего рода состояние внутреннего инфантилизма, когда человек думает, что будущее будет таким и никаким другим. Но идет время, партнеры меняются их потребности просто потому, что меняется их физиология. Физиологически люди не могут являться продолжением друг друга, потому как они отдельные биологические особи, два отдельных биологических организма. Но между ними возникает некая привязанность. Мотивирована ли она биологическими либо еще какими-нибудь причинами? Но она возникает. И исходя из этого, человек создает себе мысль в виде желания это сохранить, так как это его устраивает в настоящий момент. Но при этом он не может войти в шкуру своего полового партнера и узнать, что ощущает он в этот момент. Он просто создает себе установку на сохранение в будущем некоего образа отношений. Но при этом он не живет в настоящем. Это своего рода желание контролировать другого, чтобы сохранить некое статичное положение другого человека для своего ощущения безопасности, но при этом не видя его потребностей. Это напоминает попытку выстроить свое судорожное благополучие за счет контроля и ограничений другого человека. И это своего рода насилие он может сознательно или несознательно лицемерно называть верой в человека, хотя его мотивы абсолютно корыстны. Почему вера привлекательна? Вера привлекательна потому, что она не строится ни на каких рациональных обоснованиях. То есть это даже не надежда на существование чего-либо. Когда человек, допустим, допускает возможное развитие событий, пример которых он уже встречал в своей жизни или жизни других, и не надеется на их повторение. В случае же с верой имеется в виду то, чего не существует, и примера существования этого человек никогда не ощущал никакими своими органами восприятия. Вообще, по меркам цивилизованного общества это выглядит как явное лицемерие, потому как человек не зависит напрямую от природы, как если бы он находился в ней, находясь в первобытном обществе.
где человек не имел представления о причинно-следственных связей природных явлений. Принимая иррационально элемент веры, человек лишает себя возможности видеть остроту явлений в их взаимосвязи, тем самым обрубая и свои собственные связи с миром. Он думает, что он может ограничиться верой в чем-либо одном, но так не происходит, потому как вера инертна по своей природе и парализует все спектры человеческого восприятия. Люди не верят друг другу. То, что человек понимает под верой в другого человека, на самом деле является поверхностной трактовкой своих эгоистических соображений. То есть он преподносит это как нечто возвышенное, при этом руководствуясь исключительно своей собственной выгодой. Либо же он может делать благо для какого-либо человека, ожидая от того таких же действий. Это своего рода отношенческий бартер, построенный на этической предпосылке со стороны инициатора такого бартера. Причем упор со стороны инициатора делается именно на действие, в надежде на ответное действие. Инициатор предполагает, что его партнер руководствуется свободной волей в отношении своих потребностей и может их контролировать в зависимости от пожеланий и инициатора бартерных отношений. Будто бы не существует физиологии, которая определяет человеческое состояние. Со стороны инициатора такие отношения переводятся в его представлении в этическую плоскость, так как с его позиции он сам блюдет некий этический кодекс, хотя он руководствуется той же самой физиологией, что и его партнер, прикрываясь при этом сознательно или несознательно картинкой этического принципа. Почему люди противоположного пола разочаровываются друг в друге? Часто люди противоположного пола разочаровываются друг в друге. Это происходит по причине того, что они надеются на определенное поведение своего партнера и, столкнувшись с несоответствием таким надеждам на его поведение, разочаровываются. Но в данном случае виноват не тот, кто не соответствует, а тот, кто связывает поведение другого со своими надеждами, так как он не видит значения того человека для себя в настоящем времени. Он связывает его поведение с соответствием своему представлению о том, каким оно должно быть, но не учитывает его настоящие мотивы. То есть он тем самым ставит свои мотивы выше, чем его. Если учесть, что основным мотивом межполовых отношений является половой инстинкт, то все связанное с надеждами одного на некие этические принципы поведения другого кажутся немного, как минимум, несуразными. Ведь оба индивида в конечном счете руководствуются инстинктом. Ведь с позиции природы такие отношения – это не есть какая-то сопливая романтика, а решение определенной биологической задачи в виде размножения и, как следствие, сохранения вида. И поэтому человек зачастую становится заложником таких неосознаваемых стереотипов. Он тратит свою жизнь на расположение особи противоположного пола, думая, что это что-то романтичное и возвышенное, но на самом деле это всего лишь примитивная биология и ничего более. Вера в информационный контент – это новый вид веры, сформировавшийся в условиях современных способов обмена информацией,
когда каждый, кто довольствовался ранее в лучшем случае конструированием моделей игрушечных самолетов, получил возможность называться блогером. Благо, что нынче вещать можно из каждого утюга и делать это на весь мир. Обыватель, то есть блогер, инстинктивно подумал, что, получив доступ к информации, он автоматически получит возможность самостоятельно вещать на политические темы, вернее, на темы, которые он считает политическими. В его устах инстинктивно в политику превращаются все элементы, которым в доисторическую эпоху, это по современным меркам лет 30 тому назад, отводилась особенная роль содержания диалога между людьми, толпящихся у пивных ларьков. Современные технологии передачи информации внесли новые нотки в жизнь тех, чья участь раньше была предопределена несколько другими условиями, отличие которое заключалось лишь в отсутствии возможности вещать из каждого утюга. И на фоне всего этого зародился новый вид веры, а именно веры в информационный контент. Увы, но современные утюги, несмотря на весь их модно-революционный пафос, не смогли найти свое практическое применение, для кого они, собственно говоря, и были созданы. Индивид, предвкушая последствия своей деятельности, сравнимых с прорывом канализации, стал задумываться, не вернуться ли ему обратно в пещерную эпоху. Но путь оказался закрытым, точнее, канализационные стоки заполнили все пространство. Теперь оно стало его естественной средой обитания. Абсолютное незнание сменилось на абсолютное знание, но методы познающего не изменились. Он все так же напорист и смел. Там, где раньше молчание являлось естественным способом проявить свой естественный конформизм, появилась возможность не то что стать абсолютным нигилистом, а стать, как это называется в современной России, лидером мнений. Правда, каких мнений и мнений в чем не уточняется. Нигилисты уже было сами уверовали в свой нигилизм и, вдохновившись, стали собирать свою собственную интернет-паству, которая мысленно так и не вышла из своей эпохи, где ее органически предписано быть. Политическое противостояние по-прежнему представляет из себя неудержимое желание расстрелять оппонента плевками или кинуть в него пивную бутылку. Видимо, именно в этом и проявляется нигилизм. Интеллектуальная ограниченность, которая ранее означала занятие определенного места в бытовом укладе общества, таки прорвалась на фоне вдохновляющих лидеров мнений, и уже сами лидеры, вдохновленные интернет-толпой, стали притязать на свое законное право вещать из каждого утюга. Зритель любит пропаганду. Зритель не просто критически не воспринимает пропаганду, он любит ее. Более того, он не воспринимает того, что не поддается как пропаганда. Ведь это же всегда так приятно смотреть и слушать то, что легко смотрится и слушается. Но дело не в том, чтобы воспринимать ее критически, а в понимании того, зачем вы смотрите тот или иной информационный контент. Вера – это основа любой идеологии, которая меняет мировоззрение человека через эту веру в благостность и безобидность потребляемой человеком информации. То есть влияет не пропаганда как идеологический конструкт, а мотивы самого человека побуждают воспринимать информацию тем или иным способом. То есть если иметь в виду произрастание человека из природы и социума,
то и берет он из природы и социума то, что необходимо, прямо или косвенно, для его выживания. Ведь пропаганда не рождается как нечто самостоятельное и независимое. В этом смысле человек нуждается в том, чтобы быть обманутым, потому как он безоговорочно соглашается с той формой информации, которую он воспринимает. То есть его соблазняет именно форма, за которой может быть скрыто все, что угодно. За формой он не находит ничего более, чем просто некоторое развлечение, лишний повод отвлечься от своей собственной повседневности. Собственно, это и есть тот человеческий мотив, благодаря которому пропаганда становится эффективной. Зритель видит милое лицо оратора, который будет говорить о его несогласии с текущим курсом, и для зрителя это будет уже достаточно. Ему важен некий инстинктивный отклик в своем сердце на этот контент, нежели собственное осмысление его. Форма подкупает зрителя, потому что он максимально расслаблен для принятия такой информации. Какая вера настоящая? Настоящая вера всегда индивидуальна, в том смысле, что она не зависит от внешней веры кого-либо в вас или вас в кого-либо. Такая вера не может быть заменителем реальности, так как она не противоречит собственной идентичности.